Чтобы коллегам из Zoom было лучше слышно, будем использовать еще этот микрофон. Пожалуйста, ваши вопросы, господа эксперты. Да. Я про конкурентов хотел спросить. Ты там нагуглил несколько аутсорсных компаний, а это компании, которые в Web3 работают или в старом мире? Коллегам просто онлайн не будет слышно. Я нашел просто какой-то сайт, на котором топовые компании блокчейн аутсорс разработки. Ну, то есть это те, у кого 50 и более процентов направления, это именно блокчейн аутсорс. То есть да. Спасибо. Вопросы онлайн? Еще я прошу прощения, да. Да, Андрей, прошу тебя. Да, спасибо. Еще раз добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, а вот в текущем режиме пользователь решает тем или иным образом свой вопрос. Ваше решение, оно насколько быстрее и насколько оно там дешевле, не дешевле по сравнению с тем способом, которым традиционно, так сказать, эти задачи решаются сейчас? Ну или там вариациями способов. Да, я понял вопрос. Максимально, насколько это возможно, быстрее и проще. То есть, если кто-то сталкивался, кто-то пытался делать что-то в блокчейне, процесс даже организации работы с аутсорсом, он сложный, он трудоемкий, контролить это все, и половина аутсорс-команд — это вообще, ну, такие люди, с которыми лучше не работать от греха подальше. Так что у нас человеку, в принципе, ну, как у меня есть такой как бы подход в продуктах, которые мы делаем, это то, что чтобы это было понятно моей маме, и вот ей это, в принципе, понятно. То есть она может зайти, сделать свой смарт-контракт и будет вот блокчейн-стартапером. И, ну, это разительно дешевле, чем аутсорс-разработка, потому что, ну, собственно, вообще немножко предыстория обо мне. Я сам долгое время для поддержания штанов занимался этим аутсорсом, и часть нашей команды до сих пор этим занимается. То есть мы пришли в рынок с таким решением не просто потому, что нам показалось, а потому что, во-первых, мы увидели огромный спрос в этом, во-вторых, у нас были компетенции, чтобы реализовать то, что мы хотим. Ну и мы просто, по сути, сначала оптимизировали свои бизнес-процессы, чтобы не тратить очень много денег на дорогущих блокчейн-разработчиков. Вот, ну, а потом это вылилось в отдельное продуктовое направление, которое мы сейчас развиваем. То есть нанять сейчас Solidity разработчика даже на медвежке — это та еще задача. Такого разработчика, который сделает качественно, сделает адекватно по деньгам и не как тот ушлый индус из одного из прошлых слайдов. То есть вот это прямое решение, прямое решение. А вы делали оценку стоимости привлечения клиента и есть ли понимание вообще профиля клиента? Да, на самом деле про вообще наш трекшн. Бизнесового трекшена в этом продукте очень мало, потому что мы его запустили около, наверное, 1,5 года назад в формате Telegram-бота. Это просто было мое спасибо блокчейн-технологиям. Он был полностью бесплатным, им пользовались люди, и мы особо не уделяли внимания. И с этого марта нет, наверное, с мая мы сейчас занимаемся проектом активно, и сейчас вот, по сути, пришли к этапу, когда можно его начинать продвигать. По клиентам, да, у нас есть понимание, кто это, потому что мы сотни этих проектов реализовали как аутсорс-команда, поэтому мы понимаем, как он выглядит, мы понимаем, как он думает, мы понимаем, что даже для людей, которые пришли запускать какие-то свои проекты в Web3, слово хэш транзакции или Etherscan, подключить там кошелек, чтобы чем-то попользоваться, это сложно для них. Зачастую очень сложно, прям вот до боли и стука вот по деревянной доске. Поэтому, да, мы представляем, кто наш клиент, от стоимости привлечения. Пробовали запускать рекламные кампании, но на самом деле и запускать их было особо не на что, и фокус был не на том. То есть у нас есть один партнер маркетинговый, это вот компания Magnet, про которую я говорил. Возможно, не самая интересная, не самая привлекательная у них с точки зрения криптовалют бизнес-модель, но они агрегируют большую аудиторию через сетевые структуры, то есть это смарт-контракт, грубо говоря, такая прохаванная реферальная программа. И вот они собирают сотни тысяч человек аудитории в каждом своем новом проекте, и мы с ними интегрированы как один из основных продуктов, то есть мы встраиваемся с ними в их линейку и подводим всю вот эту криптовую аудиторию под то, чтобы они делали свои контракты. Под них много кейсов пилится отдельно, там, например, конструктор лотерей, потому что, это такая аудитория, которая
скажем так, это любит. И поэтому с маркетингом у нас более-менее закрытый вопрос, но еще не до конца тестированный, именно вот как вот юнит-экономика, не сводили это очень сильно с реальными большими там цифрами, с большими бюджетами. Ну и денег мы привлекаем как бы понятно на что, чтобы это делать. Да. Спасибо еще раз, CryptoDo. Коллеги, будет сегодня еще время пообщаться, будет время после мероприятия, будет время в кулуарах. Я приношу свои извинения, но мы двигаемся дальше.